За летние каникулы ваш ребенок теряет в среднем 2 месяца знаний по математике. Это называется летний откат. А вот факт, от которого настоящие мурашки. Еще в конце 70-х в Ленинграде провели эксперимент. 2 третьих класса с одинаковыми знаниями. Но одни все летом только отдыхали, а вот другие занимались всего по 20 минут в день. К сентябрю первые забыли почти половину, 47% материала, а вторые всего 6. 20 минут в день, не 2 часа. Вот в чем важность. И в этом видео я покажу точную систему по шагам, а в конце прием, который учителя используют, но почти никогда не советуют родителям. Никаких репетиторов за 3000 в час, никаких слез над учебниками. Ваш ребенок придет 1 сентября не растерявшим знания, а опередившим программу. Меня зовут Регина Казарян, я профессиональный педагог, автор методики скорочтения для детей, подростков и взрослых. Методики, по которой ежегодно занимаются 40 тысяч детей. Знакома ли вам такая ситуация? Май месяц, ребенок отличник, а в сентябре тот же ребенок смотрит, например, 7/8 как на иероглифы. Причем одно лето – это полбеды, но если ребенок так выпадает из учебы каждое лето, то разрыв копится как снежный ком, а к 5-6 классу такие дети могут отставать уже на 2-3 года. И это одна из главных скрытых причин, почему одни тянут программу, а другие нет. Но в этом есть и хорошая новость. Знания не исчезают навсегда, они просто засыпают. Ребенок просто делает привычнее, медленнее и неувереннее. И сегодня я покажу, как не дать знаниям уснуть. У вас будет 5 шагов и один бонус в конце, ради которого и стоит остаться. Итак, шаг номер 1. Правило 20 минут. Главная ошибка родителей – это усадить ребенка на все лето за учебники. Какой результат? Ребенок буквально ненавидит учебу уже к июлю. И тут наука однозначная. Если превратить каникулы в дополнительную четверть, в сентябре ребенок придет в школу уже уставшим. Мозгу ребенка не нужны марафоны, ему нужна просто небольшая регулярность. 20 минут, но каждый день дают в разы больше, чем 3 часа раз в неделю. Вот ребенок, который занимался по выходным. А вот тот, что занимался по 20 минут, но ежедневно. Разница к сентябрю будет колоссальная. И маленький совет: не давайте жесткое расписание по часам. Лучше гибкий формат и договоритесь с ребенком просто про объем. Например, 4-5 дней в неделю по 20 минут, а конкретные дни ребенок выбирает сам. Пусть он учится брать ответственность без стресса и без нажима на него. И обязательно оставляйте дни полного отдыха. Итак, с правилом 20 минут мы разобрались. Но вот вопрос, а чем именно заниматься эти 20 минут? 90% родителей выбирают здесь задание неправильно. И следующий шаг это исправит. Шаг номер 2. 3 кита: чтение, счет и письмо. Вот что нужно сохранить за лето. Не нужно учить всю программу заново или стараться пройти ее, наоборот, заранее. Держится всего 3 навыка и 3 кита. Первый – это чтение. Это король лета. Исследования показывают, что если ребенок прочитает за лето всего 4-6 книг, эффект летнего отката практически исчезнет. Но есть условия: книгу ребенок должен выбрать сам. Интерес важнее правильности списка, который вам дали прочитать на лето. Кстати, о том, как правильно выбрать книгу для ребенка, у меня есть отдельный ролик на канале. Обязательно посмотрите. Там я даю пошаговый алгоритм, по которому вы подберете для ребенка книгу, которая заменит его самый любимый гаджет. Ссылку я оставлю здесь. Второй кит – это счет, устный счет в быту, в магазине, да где угодно. Посчитай сдачу, сложи номера машин. Третий кит – это письмо, всего 3 предложения в день. Например, вести дневник лета, что я делал, что понравилось, и мы это сразу зафиксировали. У меня есть личная история об одной семье. Они завели для ребенка летний дневник путешественника. Ребенок записывал туда свои впечатления, делился мыслями, а также клеил туда фотографии и билетики из тех мест, которые они посещали. К сентябрю
У ребенка прекрасный почерк. А теперь следующий шаг. Шаг, который вас может удивить. Наука прямо говорит, лучшая учеба летом происходит не за партой, а через опыт. Сейчас я вам объясню. Шаг номер 3 называется так. Учеба, замаскированная под игру. Это своеобразное обучение через опыт, и оно запоминается в разы прочнее зазубренного. Вот как превратить лето в скрытый учебник? Кухня – это математика. К примеру, печем печенье. Смотри, нам нужно полстакана. А если двойная порция, это сколько? Это дроби и пропорции вживую. Путешествие – это география и история. Куда едем? Почему этот город так называется? Что тут было раньше? Прогулка и огород – это самая настоящая биология. Почему листья зеленые? Давай найдем 5 видов деревьев. Грядка – это самый настоящий учебник. Нужно только приложить фантазию. А настольные игры – это все сразу. Монополия – это и счет, и стратегия, и чтение в одном. Главное, чтобы не вы за ребенка читали его карточки. Знания, полученные через действие, мозг усваивает прочнее, потому что ребенок вообще не воспринимает это как урок или как занятие. Напишите в комментариях, какие настольные игры вы используете в вашей семье. Соберем самый топ полезных игр на лето вместе. Все это прекрасно работает, но развалится за один день, если нет одной важной вещи. И про нее шаг номер 4. Шаг, который называется система. Дети обожают предсказуемость. Заведите ритуал. Каждое утро после завтрака умные 20 минут. Всегда в одно и то же время. Всегда в одном и том же месте. К примеру, повесьте трекер на холодильник, и каждый выполненный день наклейка. 30 наклеек равно маленькому призу. Это не подкуп, это своеобразная геймификация. То, на чем построены все игры на планшетах, в которые играет ваш ребенок. И зашейте сюда еще один научный прием – интервальное повторение. Идея проста – возвращаться к теме не каждый день подряд, а через увеличивающиеся промежутки. Сегодня, потом через 3 дня, потом через неделю. Именно так и работает наш мозг. На практике это действует так. Не проходите одно и то же задание или знание ежедневно, а раз в несколько дней возвращайтесь просто к самым сложным темам. Итак, у нас с вами есть 20 минут, 3 кита, игры и система. Казалось бы, все, но помните, я вначале обещала прием, который используют учителя. И это самое важное в нашем сегодняшнем видео. Шаг номер 5, тот самый секретный прием, и называется «Объясни другому». Психологи зовут его эффект протеже. Суть проста. Попросите ребенка объяснить вам то, что он проходил недавно. Не вы ему, а он вам. Пусть ребенок станет учителем. Когда мы объясняем что-то другому, мозг вынужден собрать знания заново, найти дыры и их заполнить. Этот прием в разы мощнее, чем любое перечитывание и повторение. Дайте ребенку роль эксперта. Слушай, я забыла, как умножить в столбик. Научи меня. Или сходи и покажи, как это правильно делать, и напомни папе, он точно забыл. Вы можете увидеть, как ребенок загорится и с удовольствием будет это рассказывать. Это именно тот прием, который отличает отличников от хорошистов. Не количество часов, а вот это простая перестановка ролей. Итак, давайте соберем все вместе. Первое – это 20 минут в день. Регулярность важнее объема. Второе, что мы делаем? Чтение, счет и письмо. Третье, обучение через игру, кухню, прогулки, настольные игры. Четвертое – это система и трекер, ритуал. Можно использовать наклейки и повторения с интервалами. И пятое. Прием «Объясни мне». Ребенок в роли учителя. Никаких репетиторов за 3000 в час вам не нужно. Никаких слез над учебниками. Ваш ребенок придет 1 сентября не растерявшим знания, а опередившим программу. Если вы досмотрели до этого места, вы уже в меньшинстве родителей, которым правда не все равно. И ваш ребенок это точно почувствует. Поставьте лайк, если сталкивались с этим летним откатом, а в комментариях напишите возраст вашего ребенка и как он или она проводит это лето. И раз вы серьезно взялись за обучение без стресса, вот это видео
будет вашим следующим шагом. Там я разбираю, как приучить ребенка к самостоятельности в обучении. И до встречи в следующем видео.